Друзья, привет! Записываем большой урок по покраске фрихенда на броню понож Титана Warhound. Что мы здесь рисуем и какими красками, да? То есть базовый я обычно беру коричневый валеджа 71-271, это база. Ей я набрасываю сам фрихенд. Понадобится она потом нам или нет, посмотрим, да? Я вам сейчас буду показывать все от и до. Прям как, что, где. Все буду объяснять в этом уроке. Итак, что за идея у нас? Сначала идея, да? Все фрихенды рождаются с идеи. Идея простая, как дважды два. Поскольку я хочу нарисовать вот к этому поножу, к этой броне, вторую броню такую же, да, я буду рисовать что-то подобное. Что подобное? По идее подобное, да? Все-таки то же самое. Там мехи, знак больше мехов, да, и здесь, скорее всего. Поэтому я выбрал бионику воссоздать, бионическое сердце. Я тут набросал его. И вот хочу его уже сюда себе перенести сейчас, да? Чем я и занимаюсь. Сначала я накидал карандашиком все. Примерно как будет. Сейчас я делаю эскиз краской. Краску я не развожу сейчас. Только смываю кисточку и вот этой смытой кисточкой набираю краску. Она сразу получается. Поскольку почему не развожу? Потому что эта краска уже для аэрографа. Видите, да? Аэр написано. Она уже жиденькая, уже разведенная, в той консистенции, которая меня устраивает. Еще раз повторю, то есть я к этому шел достаточно долго. Начинал рисовать цитаделью. И меня раздражало тратить время просто на это дело. Тратить время свое на то, что мне приходится разводить краску. Там, набирать ее, потом добавлять воды, что-то там маяться с этим делом. И я вот нашел простой выход. Итак, сейчас я набросаю ее, наше сердечко. Сразу же набросаю, наверное, с элементами железа. Вот элементы железа рисую вот эту цитаделью. Базовая, видите, написано. Не факт, что она будет у нас. Вот эту краску приходится разбавлять. Я разбавляю ее водичкой просто. 1 к 1, наверное, вот так вот. Не факт, что у нас это же цвет и останется, да? Что я делаю? Я пока накидаю его, а потом уже разберемся. Где темнее будет, где светлее. Это у нас вставка металлическая для сердца. Вот так вот, да? Плюс у нас здесь есть 2 бионических импланта на нашем сердце. Я их пока набросаю так, прорисуем и прорисуем потом попозже с вами. Покажу все. Это самый такой тщательный урок у нас будет на сегодняшний день. Вы сможете понять все нюансы. Объясню все, что важно на самом деле. Ну или почти все, так скажем. Потому что есть еще более дорогой урок. Так, вот здесь у нас имплант. Надо добавить красочки. Здесь имплант и здесь. Здесь имплант у нас на месте сосуда. Он идет вот так вот. И уходит туда, да, пока что сюда уходит, там дальше разберемся. Плюс тут еще есть сосуды. Мы их тоже прорисуем, они тоже будут бионические. И будет простой сосуд, скажем так, вот так идти. Теперь я набросаю
Вот, наверное, вот этой вот красочкой, это Scale. Ну, она такая SFG37 оранж. Я набросаю само колесо. Ну, шестерню имеется в виду наших мехов. Я пока еще не решил. Она оранжевая краска, да, но я пока не решил, какого цвета будет это колесо. Я его сейчас набрасываю для того себе, чтобы ориентироваться просто. Наш эскиз. Вспоминайте уроки первые, да? Сначала мы набрасываем эскизы, от них уже пляшем. Вот это наш эскиз. С вами. Сейчас мы это колесо обозначим. Шестерню. А дальше уже будем решать, какого цвета она будет. И где, и как, и что. Сейчас нам нужно с вами только не накосячить с кругами с нашими, да. На изогнутых поверхностях очень легко допустить ошибки. Эту краску я тоже немножко развожу. Самую малость. Потому что сейчас я почему немного развожу? Потому что сейчас я использую для просто обозначений контуров. Ну и одновременно она дает толщину, нужную мне, покрытие, неровную, которая в свою очередь потом попозже даст текстуры нужные. Ну, сыграет роль свою, так скажем. Не то чтобы даст. Я, как вам уже говорил, пользуюсь находками моделистов. Те, кто занимается моделизмом. Так, здесь у нас, наверное, побольше будет наших жипчиков. Так. Мы пока их набрасываем. Следите за расстоянием, одинаковое расстояние между этими шестеренками, ну, зубчиками должно быть. Я это делаю на глаз, но вам советую накидать все это сначала карандашом, чтобы у вас ровненько все было и красиво. Так, то же самое и здесь у нас, да? Примерно так. Это эскиз, который потом мы критически осмотрим с вами, да? И все косяки уберем. Вот здесь я уже вижу некоторые несовпадения по размерам. Но, слава богу, они не очень критичные и не особо будут заметны на таком объеме. То есть исправлять их это или не исправлять мы посмотрим попозже. Так, сначала мы накидаем их, да, а потом уже будем дорисовывать, прорисовывать и так далее. Итак, и здесь снизу тоже повторим то же самое. Аккуратность здесь особая не нужна. Ну, только в том случае, что если вы не хотите, скажем так, потом лишний раз перерисовывать. Итак, вот это наш пока непонятный рисунок, да? Что мы сейчас будем делать, да? Сейчас мы, наверное, с вами дадим объем нашему сердцу, прорисуем его, да? Возьмем для этого вот эту вот красочку. SFG06, это Scale 75. Посмотрим, что это у нас такое за цвет. Это более оранжевый, ну такой оранжево-розовый он. Видите, да? Оранжево-розовый такой, больше. Ну, оранжевый с розовым, близко к коралловому. Если чуть добавить красного сюда, то будет коралловый. Чуть-чуть. Ну вот мы и начнем. Наше дело сейчас набросать наши самые выпуклые места, да? Хотя нам, конечно, наверное, скорее всего, понадобится. Давайте немного красного, не, это бордовый. Красного добавим. Какого? Я возьму розовый. 72-152 это
Старый достаточно выпуск краски этой. Посмотрим сейчас, что он нам даст в цвете. Видите, да, я прям при вас показываю, что я абсолютно не имею никакого плана на рисование. Это, с одной стороны, минус большой. Вам советую план делать. Но я этого не делаю именно потому, что мне нравится без плана работать. Нравится. Все-таки прикольно. Когда ты работаешь без плана четкого, да, то есть такого прям совсем четкого, у тебя есть шанс всегда создать шедевр. Запомните. Лайфхак. Лайфхак. Если же у вас план составлен, да, то поймите, как только план составлен, такое философское рассуждение, шедевра уже, наверное, не получится. Получится просто запланированная работа. Итак, смотрите, что я делаю. Розовый я разбавляю и растягиваю нашим оранжевым. Розовый в самых пиковых местах высветлений, да, у нас где будут выпуклые места, а оранжевый уходит в тень, да, так скажем. Там, где будут тени. Даже вот оранжевый с коричневым. Мешаем оранжевый и коричневый. Опять чуть-чуть оранжевого добавляем. И растягиваем потихоньку. Как растягивать, я уже говорил, рассказывал. Могу остановиться на этом плотнее. То есть, пока у вас акрил не высох, вы убираете с кисточки сейчас краску водой чистой. И этой кисточкой промытой тянете то, что у вас уже есть на палитре. В данном случае палитра у нас деталь. Вот здесь вот нам добавить, вот в этом месте нам надо добавить коричневого. Она уходит в тень немного, чтобы была выпуклость, да? Так. Это пока у нас, опять же, все эскизы, да? Мы с вами пока эскизируем. Наше сердце набрасываем. Так, вот в этом месте мы начинаем с розового и, наверное, розовым дадим вот здесь вот. Это наши два выпуклых места будут. Даже я вам, наверное, поближе покажу, как я это делаю. Берем оранжевый, опять же, наш. Добавляем в розовый. Кисточку держите, как я держу, чтобы основание кисточки на вас смотрело. Тогда кончик будет затрагивать розовый цвет и тянуть его на себя не всей кистью, да, а только кончиком. Вы сможете спокойно контролировать эту растяжку краски. Если вы возьмете и всей кистью затронете краску нашу розовую теперь, да, которая, то вы потянете ее всю на себя. И, соответственно, вам будет очень сложно растянуть. У вас слишком много будет розового цвета. Так, теперь я развернул деталь, да. Смотрите, и коричневый добавляю в наш оранжевый снизу. Смыл кисть и просто чистой кистью растягиваю. Можно захватить даже все. Смотрите, видите, да, вот это и есть блендинг. Можно даже зайти теперь на розовый, на наш. Видите? Главное, запомните простую вещь. Не спешите захватывать слишком много краски. Вот сейчас берем коричневый опять, да, вот в этом месте. Добавляем. Не спешите. Она не успеет высохнуть, поверьте. Акрил не так быстро сохнет. Хотя кажется, что очень быстро. Чистой кистью с водичкой маленькой, там крошечки у нас маленькие такие на кончики, мы растягиваем. Вот у нас сейчас уже появляется, видите, вам пока непонятно, поскольку мы не видим деталей металлических. Ну вот наши выпуклости на сердце уже есть. Сердечные мышцы, так скажем. Дальше у нас точно такая же выпуклость вот здесь вот. Просто вам не видно, мне-то видно. У меня эскиз-то больше виден. Розовым дали верхуху, самый верх. Добавили оранжевый.
кончиком самым по границе растянули. Еще немного оранжевого. Я пятнами рисую, чтобы можно все сердце сначала нарисовать, потом добавить металлические детали. Ну, я просто делаю вот так. Делайте, как я показываю, это будет проще вам. Теперь коричневым снизу точно так же, да? Смываем кисть. И влажной кистью, да, чистой, растягиваем коричневый уже по границам. Все. Вот у нас наше сердце набросано. Сейчас нам нужно будет еще накидать. Вот здесь вот идет у него артерия. Тоже начнем с оранжевого. Поскольку здесь идет прогиб у артерии, мы добавим коричневый. Артерия как бы обнимает колесо. И дальше опять выйдем на оранжевый вот здесь вот. Раз. На розовый, пардон, на розовый. Так, у нас оранжевый закончился. Надо нам побольше оранжевого. Давайте добавим. Краска расходуется. Итак, берем оранжевый. И вот здесь добавляем. Все-таки там почему? Он идет как на изгиб, понимаете? Он огибает нашу шестеренку. И нам надо это показать. Сам загиб. Сейчас немножко розового возьму. Вот здесь вот добавлю по центру. Что это у нас тут такое? Получается у нас вот такой вот изгиб, да? Раз. Раз. И, например, оранжевым, да, продолжим вот там, что артерия пошла за ней. Дальше у нас артерия точно такая же. Идет вот сюда. Я тоже его дам оранжевым. Не оранжевым, розовым сначала. Вот здесь вот. Вверх сам. Сам вверх берем розовым. Потом берем оранжевый. И нижнюю часть подводим. Даже можно в этот оранжевый здесь добавить больше коричневого, чтобы тень прорисовалась сильнее. И это все еще набросок. Но я сразу на этом наброске определяю, где что пойдет. Какие, где у нас артерии, форму сердца. Итак, форму сердца поправим чуть-чуть вот здесь вот. То есть у нас вот здесь идет предсердие. Дальше пошли сам мешок сердце мешок. Итак, сейчас, чтобы нам было более понятно, 18 минут мы рисуем, я прервусь, дальше расскажу вам, порисуем с вами металл.